Ты знаешь, как начинается пробуждение? Знакомо ли тебе чувство, будто ты спишь, как будто живешь не своей жизнью? Мир кажется серым, а привычная рутина бессмысленной. Это и есть пробуждение, осознание своего места, зов своего истинного «Я». Оно зовет тебя в путь, путь к себе истинному. Вдруг ты осознаешь, что то, что раньше казалось важным, потеряло смысл. Карьера, отношения, материальные блага – все тускнеет. Возникает жажда чего-то большего. Это голос твоей души. Она говорит: «Пора меня услышать». Не бойся этого чувства. Это начало твоего путешествия вглубь себя, к своей истинной сути, к своей свободе. Давайте начнем этот путь вместе, шаг за шагом, к подлинной жизни, к жизни, полной смысла и радости. К чему готовиться? Что нужно знать о пробуждении? Пробуждение редко бывает безболезненным. Оно несет с собой внутренний конфликт, разлад. Это как старт ракеты. Нужен мощный толчок, чтобы оторваться от земли, от привычного. Твое старое «я» борется за выживание. Оно цепляется за иллюзии, за зону комфорта, за страх перед неизвестностью. Это нормально. Любое изменение пугает. Но этот разлад – хороший знак на самом деле. Он показывает, что ты на верном пути, пути к себе. Не пугайся сомнений. Они твои спутники. Они помогут тебе отделить зерна от плевел. Важно помнить, ты не один. Многие прошли этот путь до тебя. И многие еще пройдут. Вместе мы сильнее. Вместе мы найдем ответы. Сделав первый шаг к себе, мы сталкиваемся с сопротивлением, потому что общество диктует свои правила, накладывает маски, ожидает от нас определенных ролей. Но эти роли не всегда подходят нам. Родители хотят видеть нас врачами или юристами. Друзья ждут, что мы будем разделять их интересы. Социум навязывает стандарты успеха. Но где в этом ты? Где твои истинные желания? Не бойся сломать сценарий, снять маску, сказать «нет» чужим ожиданиям, которые тебе чужды. Это твой выбор, твоя жизнь, твое право быть собой. Помни, что ты никому ничего не должен, кроме себя. Слушай свое сердце, оно твой компас, оно укажет верный путь. Освободиться от чужих ожиданий значит обрести свободу. Свободу быть собой, без оглядки на других, без страха осуждения. Это не эгоизм, это честность. Прежде всего перед собой. Сбрось оковы чужих мнений. Они тянут тебя вниз, мешают дышать полной грудью, жить полной жизнью. Твоя жизнь – это твой шедевр. Твори смело. Не бойся ошибок. Они – часть процесса. Уроки, которые делают тебя мудрее, сильнее, свободнее. Каждый шаг, даже неверный, приближает тебя к цели. Поверь в себя, в свою силу, в свое право быть счастливым. Это и есть настоящая свобода. Вселенная даст тебе знаки через синхроничность. Мир отвечает тебе взаимностью, как только ты встанешь на свой альфа-путь. На путь возвращения к себе истинному. Когда ты делаешь шаг навстречу себе, мир отвечает тебе взаимностью. Случайные встречи становятся неслучайными. Люди, книги, события – все это знаки. Подсказки на твоем истинном пути. Это и есть синхроничность. Она подтверждает, что ты на правильном пути. Вселенная поддерживает тебя. Доверяй знакам. Они ведут тебя к твоей цели. Обращай внимание на детали, на свои сны, на интуицию. В них скрыты ответы, ключи к твоей судьбе. Не игнорируй их. Слушай себя. Доверяй своей интуиции. И ты увидишь, мир ответит тебе взаимностью. Не обольщайся, думая, что твой путь будет легким. На пути трансформации тебя будут встречать как учителя, так и провокации. На пути к себе ты встретишь разных людей. Некоторые станут твоими учителями, другие – провокаторами. Все они – часть твоего путешествия. Уроки, которые нужно пройти. Учителя несут свет, мудрость, поддержку. Они помогут тебе расти и стать тем, кем ты есть на самом деле.
Видеть то, что ты не замечаешь. Цени их. Учись у них. А провокаторы – это зеркала. Они показывают тебе твои слабые стороны. Страхи, блоки. Не злись на них, благодари. Они помогают тебе стать лучше. Помни, что каждая встреча не случайна. Она чему-то тебя учит, делает тебя сильнее, мудрее, осведомленнее. Что еще нужно знать о пути трансформации себя? Путь к себе часто лежит через одиночество. Не бойся его. Оно необходимо. Это не наказание, а возможность. Одиночество – это пространство. Пространство для размышлений, для самоанализа, для встречи с собой. Наедине с собой, без масок, без ролей. Только ты и твоя душа. Именно в одиночестве происходит трансформация. Ты сбрасываешь старую кожу, освобождаешься от всего лишнего, от чужих убеждений, от страхов, от сомнений. Одиночество – это не конец, это начало. Начало новой жизни. Более осознанной, более свободной, более счастливой. Еще что-то важное ждет тебя на пути к себе. Чтобы вернуться к истокам, необходима встреча со своей тенью. В глубинах нашей души скрывается не только свет, но и тень. Темная сторона нашей личности, наши страхи, комплексы, травмы. Мы боимся их, прячемся от них. Но встреча с тенью неизбежна. Это часть пути к себе, к целостности, к принятию себя, полностью, без условий. Не бойся своей тени. Она – часть тебя. Посмотри ей в глаза, прими ее и отпусти. Только так ты сможешь обрести внутреннюю гармонию. Встреча с тенью – это не поражение, это величайшая победа. Это триумф над самой сложной битвой, которую тебе когда-либо приходилось вести, битвой с собственным «я». Когда ты находишь в себе мужество взглянуть в глаза тем частям себя, которых боялся и отрицал годами, ты совершаешь акт истинного героизма. Это не просто победа над страхами, это трансформация их в источник силы. Каждый раз, когда ты осмеливаешься признать свою тень, ты возвращаешь себе утраченную энергию, которая годами уходила на подавление и отрицание. Это освобождение от внутренних демонов, которые обретают власть над нами только тогда, когда мы отказываемся признать их существование. Встречаясь с ними лицом к лицу, ты лишаешь их силы и превращаешь в союзников на пути к целостности. Помни, самая темная тень часто скрывает твои самые яркие дары. Именно в тех качествах, которых ты боялся больше всего, может скрываться ключ к твоей уникальной силе и подлинному призванию. Встреча с тенью – это не конец пути, а его истинное начало. Начало жизни в согласии с собой во всей полноте своего человеческого опыта, и светлого, и темного. Помни, самая темная тень часто скрывает твои самые яркие дары. Именно в тех качествах, которых ты боялся больше всего, может скрываться ключ к твоей уникальной силе и подлинному призванию. Встреча с тенью – это не конец пути, а его истинное начало. Начало жизни в согласии с собой, во всей полноте своего человеческого опыта, и светлого, и темного. Когда ты принимаешь свою тень, происходит чудо, рождается твое истинное «Я», целостное, гармоничное, свободное от внутренних конфликтов. Ты начинаешь жить в гармонии с собой, с миром, с людьми. Ты находишь свое место в жизни, свое призвание, свою миссию, и следуешь ей. Это не конечная точка, а начало нового этапа, этапа роста, развития, самореализации. Ты продолжаешь двигаться вперед, но уже с другим качеством. Ты становишься творцом своей жизни, хозяином своей судьбы, и это прекрасно. Революция духа. Выбор в пользу себя. Путь к себе – это не прогулка, это революция. Революция духа, переворот сознания – это выбор. Выбор в пользу себя, своего счастья, своей свободы. Этот выбор требует мужества.
решимости, веры в себя. Не все готовы его сделать. Многие предпочитают оставаться в плену иллюзий, страхов, чужих ожиданий. Но ты не такой. Ты выбрал другой путь, путь свободы, путь самопознания, путь к себе, и это достойно уважения. Помни, что ты не одинок. Мы с тобой. Вместе мы сила. Вместе мы изменим мир. Начнем с себя. Помни, что осознание себя – это не единоразовая акция, это путешествие длиною в жизнь. И на этом пути требуется отвага быть собой. Путь к себе не заканчивается никогда. Это путешествие длиною в жизнь, полное открытий, приключений, трансформаций. Но оно того стоит. Будь смелым, будь собой. Не бойся меняться, расти, развиваться, искать свой путь, свою истину, свою свободу. Мир ждет твоих открытий, твоих талантов, твоей уникальности. Не бойся сиять. Мир нуждается в твоем свете, в добрый путь.